Духи, привидения, призраки. Все эти понятия пришли к нам из глубокой древности. Существуют ли они на самом деле? И если да, то как объяснить это феноменальное явление? Ответы на эти вопросы, видимо, лучше всего искать в Великобритании, ведь именно ей принадлежит первенство по числу и разнообразию бесплотных пришельцев из потустороннего мира. Англия считается классической страной привидений, а Лондон смело можно назвать столицей призраков. Веками будоражат воображение англичан духи шутов и королей, рыцарей и вельмож, прекрасных дам и романтических влюбленных. В число исторических достопримечательностей, которые обязательно посещают в Лондоне туристы, входит знаменитый замок Тауэр. До 1820 года он был главной тюрьмой британского королевства для высокопоставленных особ. За прошедшие столетия здесь нашло свою смерть бесчисленное множество людей. Поэтому неудивительно, что именно в его мрачных казематах обитает немало привидений, которые регулярно являют себя миру. В 1860 году лондонский журнал «Мозаика» опубликовал загадочную историю одного из призраков Тауэра. Ее рассказал незадолго до своей смерти хранитель фамильных королевских драгоценностей Лентал Свифт. Отважился он на это спустя 43 года после происшествия. До этого начальство не разрешало придавать огласке подробности случившегося. А дело было так. В 1814 году Свифта назначили хранителем королевских драгоценностей. В те времена сокровища находились в Тауэре. Там же проживал и хранитель со своей семьей. Однажды субботним вечером 1817 года все семейство ужинало в гостиной хранилища. Двери уже были закрыты на ночь, а окна задрапированы тяжелыми плотными шторами. В комнате царил полумрак, так как горели только 2 свечи. Лентал подал сидевшей напротив него жене бокал вина с водой. Она поднесла его к губам и вдруг неожиданно застыла. Глядя за спину мужа, женщина воскликнула: «Боже мой, что это?» Свифт резко обернулся и увидел перед собой чрезвычайно худого старика с растрепанными волосами и бородой. Больше всего поражали его глаза. Это был взгляд сумасшедшего. Судя по всему, это был легендарный бородатый призрак, который, как говорят, не одно столетие бродил по Тауэру. Вдруг странный пришелец сделал жест рукой, словно приглашая Свифта следовать за собой. Свояченица и сын удивленно смотрели на хранителя. Они ничего не видели и не понимали, что происходит. Жена окаменела от ужаса. Старик приблизился к Ленталу, потряс перед его глазами цепями на руках и вновь пригласил следовать за собой. Изумленный Свифт встал и пошел за ним. Медленно передвигая ноги и с трудом неся свои оковы, призрак вышел во двор. Он привел хранителя в угол маленького садика и вдруг внезапно исчез. Свифт хорошо запомнил это место. На следующее утро он рассказал о происшедшем смотрителю Тауэра. Тот дал распоряжение рабочим выкопать яму в указанном месте. Каково же было удивление присутствующих, когда из нее извлекли скелет человека, скованного цепями. Прах несчастного похоронили на кладбище по христианскому обряду. Молва гласит, что с тех пор бородатый призрак в Тауэре больше не появлялся. По признанию многочисленных очевидцев, самым поразительным и страшным видением в замке является сцена казни графини Солсберийской, которая была обезглавлена по приказу короля Генриха VIII.
Это кошмарное зрелище можно наблюдать только в годовщину казни. Призрак графини виден очень четко. Когда к ней подходит призрак палача, слышны даже ее безумные крики. После казни ужасное видение исчезает. Большинство привидений появляется в кровавой башне Тауэра, и это неудивительно. Тут были убиты двое маленьких принцев, король Эдуард V и его младший брат Ричард, герцог Йоркский. Призраки братьев много раз видели именно здесь. Они бродят в зловещей тишине рука об руку в поисках вечного покоя. В сумеречных коридорах Тауэра периодически появляется около 1,5 десятков призраков. Пожалуй, самым знаменитым из них является дух Анны Болейн, второй жены короля Генриха VIII. Как известно, в 1536 году она была обвинена в супружеской измене и кровосмешении и приговорена к смерти через отсечение головы. В те времена в Англии для этого использовали секиру, но король решил испытать французский метод казни, при котором головы рубили мечом, и первый такой опыт произвести над собственной супругой. Для этого был доставлен специальный палач, хорошо знающий свое дело. Эксперимент прошел удачно. Анна Болейн умерла без мучений. Узнав о свершении приговора, Генрих весело закричал: «Дело сделано, спускайте собак, будем веселиться». По обычаям того времени голову казненного выставляли на всеобщее обозрение. Однако для Анны сделали исключение. Ее голову положили под правую руку казненной и вместе с телом поместили в кованый сундук, который поспешно захоронили под полом капеллы святых Петра и Венкулы в Тауэре. Перед смертью она произнесла пророческую фразу: «Король так добр ко мне. Сначала он сделал меня служанкой, потом из служанки сделал маркизой, из маркизы сделал королеву, а теперь делает из меня святую великомученицу». Так и произошло. Мучения Анны продолжились и после ее смерти. В течение нескольких веков призрак казненной королевы периодически появлялся в Тауэре. И всегда это происходило накануне даты ее смерти. Очевидцы рассказывали, что призрак мерцал белесым светом. Очертания фигуры очень расплывчаты, но если хорошо присмотреться, то видно, что это женщина, одетая в роскошное шелковое платье. Голову призрака покрывает чепчик, но самой головы на месте нет. Она находится под мышкой правой руки. Сотрудники Тауэра утверждают, что фантом Анны Болейн совсем не боится людей. Он бродит по лестницам замка и иногда подходит к окну. Несколько раз привидение возглавляло процессию, направлявшуюся к капелле. Наиболее часто призрак казненной королевы появлялся в XIX веке. Известен такой случай. Однажды группа патрульных во главе с офицером осматривала стены замка. К ним подошел стражник и сообщил, что из окон капеллы виден странный свет. Офицер решил все проверить, однако не смог открыть дверь капеллы. Тогда он приказал принести лестницу. Поднявшись по ней, офицер заглянул в окно и остолбенел. В тусклом свете в капелле виделось множество дам и кавалеров. Все они были одеты в шелковые бархатные камзолы и платья времен правления династии Тюдоров. Они молча шли друг за другом к алтарю и опускались под пол сквозь мраморные плиты. Как только исчезла последняя пара, капелла тотчас же погрузилась во тьму. Офицер хорошо знал по настенным росписям и портретам всех венценосных особ и готов был поклясться, что в последней фигуре узнал Анну Болейн.
Прошло немного времени, пол в капелле взломали. Оттуда было извлечено более 200 скелетов. Один из них точно принадлежал казненной королеве. Но самый нашумевший случай встречи с призраком Анны Болейн произошел в 1864 году. Об этом сохранилось свидетельство фельдмаршала графа Гренфилла. Будучи еще молодым офицером, он нес службу в Тауэре. Однажды он сообщил начальству, что у стен королевских покоев видел призрак Анны Болейн. Именно там королева томилась в ночь перед казнью. Когда перед Гренфиллом неожиданно возникло ее обезглавленное тело, он потерял сознание. Начальство не поверило его рассказу и обвинило в пьянстве. Впоследствии состоялся военный трибунал, и офицер был полностью оправдан, так как и другие стражники подтвердили, что видели такой же призрак. Женщина без головы являлась и многим тюремщикам, о чем они заявили под присягой. Один из часовых, увидев призрачную фигуру женщины, приказал ей остановиться, но вместо этого она двинулась прямо на него. Сделав еще 2 предупреждения, солдат вынужден был вонзить в нее штык. Но не встретив препятствия, тот прошел насквозь, а по стволу ружья вдруг пробежала молния. Часовой упал в обморок. Призрака Анны Болейн считают самым трудолюбивым и неугомонным привидением в Англии. Чаще всего его видели на лестнице знаменитой лондонской Белой башни. Иногда привидение появлялось в лодке, плывущей по Темзе. Был случай, когда венценосная особа проследовала в карете, запряженной безголовыми лошадьми. Встречали ее во дворце Хэмптон-Корт. Иногда над замком Тауэр возникает туман и слышится песнопение и звуки музыки. Считалось, что последний раз фигуру женщины в белом видели в 1933 году. Однако есть свидетельство, что в 1940 году во время бомбежек у ворот Тауэра возникло кошмарное видение. Охранники замка наблюдали, как из тумана появились 4 мужские фигуры, которые спешно тащили куда-то обезглавленное тело женщины. Есть в Лондоне и его окрестностях и немало других легендарных зданий, история которых связана с привидениями. Вот одна из этих историй. Когда старая миссис Рейнольдс покупала прекрасный особняк в пригороде столицы, ее удивила довольно низкая цена. Старушка тогда решила, что ей просто необыкновенно повезло. Первая ночь в новом доме прошла спокойно, однако уже на следующую ужасные вопли заставили миссис Рейнольдс буквально подпрыгнуть на постели. Захлебываясь от крика, вопила служанка. Невзирая на свой преклонный возраст, хозяйка поспешила ей на помощь. Оказалось, что горничная увидела самое настоящее привидение. Прямо из стены ее комнаты внезапно появился призрачный силуэт дамы в черном старомодном платье. Он величественно проплыл мимо замершей в ужасе девушки и скрылся в раме старинной картины. Остаток ночи перепуганные женщины провели в будуаре хозяйки, вздрагивая от шорохов, которыми был переполнен особняк. А утром миссис Рейнольдс решила расспросить пришедшую молочницу о прежних хозяевах дома. Оказалось, что это здание давно пользуется дурной славой. Привидение появилось в нем еще 100 лет назад, когда бесследно исчезла его первая хозяйка. Тогда многие утверждали, что несчастную герцогиню убил ее ревнивый муж. Тела найдено не было, и полиция прекратила дело. Однако через несколько лет подозреваемый повесился. Тут же возникла версия, что совершить этот ужасный шаг старого герцога заставил призрак убитой им жены. Шли годы.
Особняк поменял много хозяев, но никто из них не смог ужиться с привидением. Изгнать призрак герцогини пытались священники, но все попытки заканчивались неудачей. Миссис Рейнольдс решила обратиться за помощью в клуб охотников за привидениями. Он был создан еще в 1655 году. Современные специалисты были оснащены сверхчувствительными приборами, с помощью которых они быстро установили маршрут следования привидения. Он обрывался у загадочной картины в комнате горничной. Картину сняли и, простучав стену за ней, обнаружили нишу, в которой оказался женский скелет. Было очевидно, что несчастную герцогиню просто замуровали. Так была раскрыта тайна исчезновения первой хозяйки особняка. Останки герцогини захоронили в семейном склепе. После этого привидение перестало появляться. Не менее знаменит своей мрачной репутацией в столице и дом на Беркли-сквер. По мнению лондонцев, именно здесь поселились самые страшные привидения. Это призраки ребенка, забитого до смерти в детской комнате, и молодой женщины, которая, спасаясь от домогательств родного дяди, выбросилась из окна. Третий призрак – жертва собственной глупости. При жизни он был моряком. Однажды парень заявил, что не боится загадочных обитателей этого дома, и поспорил с приятелями, что проведет здесь ночь. Однако на следующее утро он был найден мертвым. Волосы его поседели, а лицо исказил ужас. С тех пор его привидение тоже поселилось здесь. Тем не менее, на протяжении многих лет дом как магнит притягивал все новых и новых смельчаков. Однако все попытки переночевать с призраками заканчивались трагически. Одни экспериментаторы погибли, другие нашли свой последний приют в психиатрической лечебнице. Недавно в Лондоне было получено еще одно подтверждение того, что выходцы с того света время от времени наведываются в наш мир. На этот раз призрак появился в старинном королевском дворце Хэмптон-Корт и был снят беспристрастными видеокамерами. Во время ночного обхода охранники обратили внимание на то, что двери пожарного выхода в экскурсионной части помещения открыты. Это было поразительно, ведь вечером они сами их заперли. Охранники подумали, что во дворец проник вор, и решили проверить видеозаписи с камер наблюдения. И тут они опешили. Пленка зафиксировала фигуру человека в старинной одежде. Утром, просмотрев пленку, гиды дворца подтвердили, что костюм на ночном посетителе был действительно старинный. Такие есть только в музеях. О том, что это призрак, свидетельствовало и то, что когда он шел по дворцу, двери перед ним раскрывались сами собой. Сейчас трудно сказать, с какой целью этот выходец с того света посетил Хэмптон-Корт. Возможно, он решил проверить, что там изменилось с XVI века, когда был построен дворец. Призраки венценосных особ также не забывают свои владения. В разные годы множество людей утверждали, что видели в окне над парадным входом в Кессингтонский дворец лицо короля Георга II. Сохранилось свидетельство о том, что незадолго до своей смерти он часто смотрел в окно на флюгер. Его очень волновало направление ветра, ибо от этого зависело, как быстро корабли смогут доставить ему важные депеши из Германии. Но прочитать их король так и не успел. 25 октября 1760 года он скончался. И до сих пор, как говорят очевидцы, бледное печальное лицо Георга II нет-нет, да и появится в окне, чтобы взглянуть на флюгер.
С мистическим страхом британцы относятся к своему столичному метро. Они не решаются оставаться в одиночестве на пустынных станциях, потому что всерьез верят, что в их подземке давно обосновались призраки. Многие лондонцы уверяют, что хотя бы один раз сталкивались там с привидениями. Одно из них появилось в метро в 50-х годах прошлого века. Это был призрак некоего Уильяма Терриса, который бродил во фраке и перчатках на станции Конвент-Гарден. Легенда гласит, что именно здесь, поблизости от театра Адельфи, его зарезали в 1897 году. Есть у этого призрака особое пристрастие. Он частенько заглядывает в комнату отдыха персонала метро. А еще ищет свою любимую булочную кондитерскую, которая раньше находилась на месте станции. По платформе станции Олдвич, которая была построена на месте старого театра, часто прогуливается привидение некой безымянной актрисы. Оно неожиданно появляется на рельсах, пугая служащих метро. Репортеры британской «Санди Экспресс» прошли по следам призраков лондонского метро и поведали читателям немало интересного. К примеру, на станции Банк витает привидение Сары Уайтхед, женщины в черном. Она бродит в поисках своего брата Роберта. Он работал кассиром в банке и был казнен в 1811 году за подделку денег. С тех пор сестра в течение 40 лет встречала его у дверей банка. Продолжает она ждать его. И теперь на станции Фарингтон пассажиры в ожидании поезда иногда содрогаются от раздающихся из темноты туннеля душераздирающихся воплей. Это кричит дух 13-летней девочки Энн Нейлон, убитой в 1758 году хозяином шляпной мастерской, в которой она работала. Лондонские охотники за привидениями уверены, что духи появляются на станциях, построенных на месте домов, с которыми связаны трагические истории. После строительства метрополитена призраки переселились в него. Помимо столицы Великобритании существует множество легендарных мест на периферии, которые также известны появлением призраков. Самым знаменитым в мире домом с привидениями считается вилла священника Барли, расположенная между Эссексом и Суффолком. По ночам в этом доме слышались шаги и шум, который исходил от хлопающих дверей, а из коридоров – пение призраков. 14 детей сэра Реверенда часто видели стоявшего перед их кроватями старомодно одетого мужчину. Не менее 20 человек встречали в саду призрак монахини. Здесь же в 1929 году наблюдался случай полтергейста. По воздуху летали ключи и медальоны, мелкие камни, а на стенах виллы и листах бумаги неожиданно появлялись надписи. «На помощь, Марианна!» Так звали жену Реверенда Болла. Упоминается это имя и в словах песни. Загадочную виллу обследовала группа членов клуба охотников за привидениями, которую возглавил Харри Прайс, большой специалист по паранормальным явлениям. Они начали с того, что понизили в доме температуру до 10 градусов. И тут же неожиданно обрушились полки с тяжелыми книгами. А когда изгнать духа попытался монах-бенедиктинец, на него посыпался град камней. Затем один из участников охоты за привидениями сообщил, что слышал голос того света. Выяснилось, что он принадлежал монашке Марии Лайре, которая рассказала о том, как ее подговорили покинуть монастырь. Марию хотели выдать замуж за аристократа Борли Минора, его поместье находилось на том самом месте, где позже была построена вилла священника Барли. В мае 1667 года в этом самом доме монашка-отступница была задушена. В 1943 году на вилле проводились раскопки. В подвале на глубине 1 метра под землей
был обнаружен скелет женщины. Около останков лежал крестик и образок. Исследователи были поражены находкой. Труп принадлежал несчастной Марии Лайре. На юго-востоке Англии есть маленькая деревня под названием Плакли. Местные жители уже много лет называют ее не иначе, как деревушка призраков. Это место выделяется огромным количеством самых разнообразных привидений. В связи с этим ученые даже выдвинули версию о том, что местное население время от времени подвергается непонятному массовому психозу. Однако это не подтвердилось. Высказывалось и такое интересное предположение: местный воздух наделен таинственной способностью воздействовать на зрение людей. Так или иначе, но встречи с призраками в Плакли происходят регулярно. Естественно, в таком месте из поколения в поколение передается множество легенд и преданий. Местные жители поговаривают, что на краю деревни живет призрак убитого разбойника. Там же часто видят призрачную карету, запряженную 4 лошадей. На мосту через речку иногда появляется привидение цыганки, которая стоит в задумчивости с дымящейся трубкой во рту. Когда-то эту женщину сожгли при таинственных обстоятельствах. Перед грозой нередко появляется призрак жившего тут мельника. А на северной окраине деревушки не раз видели привидения полковника и школьного учителя, повесившихся в лесу. В 1952 году пожар уничтожил центральную усадьбу местных помещиков Дерингов. С тех пор жители деревни неоднократно встречали призрак женщины в белом, который облюбовал библиотеку. Она принадлежала к знаменитому семейству. Список привидений деревни Плакли можно продолжать до бесконечности. Споры о происхождении того или иного призрака местные жители ведут годами, но в одном они едины. С некоторых пор именно их деревня по непонятным причинам стала местом массового паломничества духов умерших. В свое время повышенный интерес к паранормальным явлениям проявлял знаменитый писатель Артур Конан Дойл. Последние годы своей жизни он посвятил спиритизму и был убежден в существовании загробной жизни. А ведь его знаменитый герой Шерлок Холмс, объясняя свой дедуктивный метод, говорил: если мы имеем дело с каким-то необыкновенным явлением и хотим его объяснить, то надо прежде всего отбросить все невероятные его толкования. И тогда останется лишь одно – правдивое и вполне реальное. Да, ни больше, ни меньше. Вот так, друзья. И подошло к концу наше путешествие. Пишите комментарии, мне очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересна. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Спасибо за просмотр. А на сегодня все. Пока-пока.